Всем привет, меня зовут Даша, вы на канале Даша Техника, и сегодня я хочу вам показать экспонаты, которые были представлены на форуме Армия-2023, а точнее технику ВДВ, техника, которая способна к десантированию. Это довольно интересная фишечка для таких машин. И многие, кстати, в комментариях, да и вообще рассуждают, что такая техника не нужна, но интересно, почему-то в этом году их представлено было довольно много. Так что давайте смотреть интересные экспонаты. Самый любопытный и самый авиадесантируемый экспонат на выставке был Тайфун ВДВ со специальной системой десантирования из транспортного самолета. Элементы конструкции Тайфуна ВДВ обеспечивают его десантирование из самолета Ил-76 в количестве 3 единиц с применением унифицированной многоцелевой парашютной платформы УМПП. И в данный момент прорабатывается вопрос о возможности десантирования 3 членов экипажа внутри бронеавтомобиля. И в настоящее время проходит испытание в заводских условиях по вопросу десантирования данного бронеавтомобиля. При десантировании под автомобиль на ОМПП устанавливаются демпфирующие подставки, 5 поперечных подставок под лист противоминной защиты и по 3 продольных под каждый мост. А на унифицированной многоцелевой парашютной платформе предусмотрен воздушный амортизатор, что позволяет предохранить автомобиль от механических повреждений в момент приземления. Автомобиль закрепляется при помощи тросовых ветвей, производится установка опор под боевой модуль, закрепление вооружения, перевод узлов и агрегатов в положение для десантирования. Тюменский Илон Маск, известный по тюменским наушникам CG-Pod, снова создал нечто потрясающее. Тюменские умные часы от компании Case Guru CG Watch. Первые в России бюджетные умные часы топового уровня. И стоят CG Watch 6 тысяч рублей, а по функциям не уступают яблочку и Samsung за 25 тысяч. У часов Case Guru экономичные экраны Samsung и Sharp. И японские батарейки Panasonic. Работают тюменские часы на одном заряде до 10 дней, вдвое дольше, чем китайские аналоги за ту же цену. Аналоги нельзя использовать как гарнитуру, а часы Case Guru можно. А еще это первые в России смарт-часы за 6 тысяч рублей с экстремальной защитой. Корпус выполнен из суперпрочного авиационного алюминия, а не из пластика, как обычно это бывает у бюджетных часов. Ремни из гипоаллергенового медицинского силикона не раздражают кожу, а у аналогов браслеты из дешевой резины, оставляющие на коже красные следы. На солнце тюменские часы не слепнут, а на морозе не разряжаются и не тупят. Ну и всякие еще полезные опции. И это все за 6 тысяч рублей. Да, у Xiaomi и Huawei есть что-то похожее, но это уже за 10 тысяч, а не за 6. А у Case Guru нет переплаты за бренд и сетевых накруток, и часы продаются напрямую потребителю. Заказать прямо сейчас смарт-часы Case Guru можно по ссылочке в описании или же по QR-коду на экране, промокод Техник23 на скидку в 200 рублей. Подготовка к десантированию автомобиля Тайфун ВДВ занимает не более 2 часов, а после десантирования перевод в боевое положение членами экипажа занимает не более 10 минут. Тайфун ВДВ мобилен, имеет вооружение, отвечающее требованиям боевых возможностей ВДВ и выполнение их боевых и специальных задач в мирное и военное время в различных климатических условиях. Тайфун ВДВ на данный момент является перспективным образцом техники для подразделений воздушно-десантных войск и вооруженных сил Российской Федерации в целом и может принести огромный вклад в обороноспособность государства при решении специальных и боевых задач. А это боевая машина десанта БМД-1, первая в мире специализированная боевая машина воздушно-десантных войск и предназначена для десантирования как парашютным, так и посадочным способом. Работы по созданию БМД для ВДВ начались по инициативе главнокомандующего ВДВ генерала-полковника Маргелова. Разработка была поручена нескольким организациям, и в результате к серийному производству был рекомендован вариант Волгоградского тракторного завода под индексом объект 915 с комплексом вооружения, унифицированным с БМП-1. И в 1969 году под обозначением БМД-1 машина была принята на вооружение, а серийное производство было организовано на Волгоградском тракторном заводе, а всего было выпущено свыше 3800 экземпляров БМД-1 различных модификаций. Для авиадесантирования была разработана многокупольная система «Кентавр» и парашютно-реактивная однокупольная система «Ректавр». А это БМД-4М. Ее неоспоримым боевым преимуществом является эффективное вооружение, которое может уничтожать любые цели на значительном расстоянии. И помимо этого, из-за конструктивной схожести с ранними моделями выпуска БМП-3, боевая машина десанта проста в эксплуатации и в техническом обслуживании, неприхотлива в части замены различных узлов, деталей и других комплектующих.
Высокие ходовые характеристики обеспечивают хорошую маневренность прохождения по бездорожью при вхождении в резкие повороты и через крутые склоны, а при необходимости можно усилить защитные свойства боевой машины путем использования комплекта накладной брони. К недостаткам БМД-4М относятся присущие этому классу вооружения аспекты, такие как невысокая бронезащита экипажа из-за алюминиевой составляющей корпуса. Высокая маневренность машины и ее возможность десантирования пошли в ущерб защитным характеристикам, то есть борта техники уязвимы для крупнокалиберных пулеметов. Противоминная защита также имеет массу нареканий, так как нисколько не усилена в отличие от ранних модификаций, а внутреннее пространство боевой машины десанта сильно ограничено, что ощущается особенно тогда, когда бойцы находятся в полном боевом облачении. И кроме того, из-за технически неграмотного размещения моторно-трансмиссионного отделения в задней части машины, оно не может быть использовано в качестве своеобразной буферной зоны для дополнительной защиты экипажа. И, видимо, альтернатива в виде более удобной возможности десантирования у разработчиков была в большем приоритете. Помимо бронеавтомобилей и БМД, ВДВ сбрасывают с самолетов еще и пушки. 122-мм буксируемая гаубица Д-30 или 2А-18 была принята на вооружение советской армии в 1960 году, а через несколько лет начались поставки этого оружия зарубежным странам. И несмотря на солидный возраст, гаубица в исходном и модернизированном варианте показывает высокие тактико-технические и эксплуатационные характеристики. Она все еще сохраняет достаточный потенциал и при грамотном использовании остается удобным и эффективным огневым средством. Активная эксплуатация Д-30А в российских вооруженных силах продолжалась до начала десятых годов, а с 2013 года 122-мм буксируемая гаубица сухопутных войск начала заменяться аналогичными самоходными системами. При этом изделие Д-30А осталось на вооружении ВДВ в качестве относительно легкого и мобильного огневого средства с возможностью парашютного десантирования. Несмотря на специфическую конструкцию лафета и совершенство артиллерийской части, гаубица Д-30А не отличается сложностью эксплуатации. Подготовленный расчет способен использовать ее в любых условиях и показывать высокие результаты. Развертывание занимает минимальное время. Основные операции по обслуживанию осуществляются расчетом. Гаубица Д-30 также известна высокой надежностью. Опыт конфликтов последних десятилетий показывает, что это изделие может эффективно работать в разных условиях и успешно выполнять огневые задачи, а при правильном использовании поломки практически исключены, а возможные неполадки исправляются штатным образом. БТРД – советский авиадесантный бронетранспортер, предназначен для транспортирования личного состава воздушно-десантных подразделений. Бронетранспортер может десантироваться как парашютным, так и посадочным способом. При создании бронетранспортера в качестве базы использовано шасси боевой машины десанта БМД-1. Компоновка базовой машины сохранена. В кормовой части корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение. Отделение управления и десантное занимают, соответственно, переднюю и среднюю части полностью закрытого герметичного корпуса бронетранспортера. Десантное отделение вмещает 10 полностью экипированных десантников. Посадка и спешивание десанта осуществляются через 2 люка в крыше десантного отделения и большой люк с прямоугольной крышей в кормовой части корпуса. БТРД стоит на вооружении на Украине, и до современных боевых действий их насчитывалось до 44 машин, а в России до 700. Главной особенностью применения ВДВ является возможность их действий во вражеском тылу без поддержки и вдали от основных сил, и поэтому эти войска чаще всего используют второстепенные дороги и чаще вовсе обходятся без дорог, и поэтому требования к технике, которая используется в ВДВ, вполне объяснимы. Хорошая проходимость, вместительность и при этом при всем компактность, чтобы помещаться в грузовой отсек самолета. БТР МДМ «Ракушка» – многофункциональная десантная модифицированная машина России, созданная для поддержки подразделений ВДВ. Работа над созданием новой десантной машины начались еще в далеком 1992 году. Но, как всем известно, в те годы в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране началось сокращение финансирования армии и разваливание военной промышленности, что привело к прекращению работы над проектом. Но спустя 16 лет, в 2008 году, работы опять возобновились. Главная задача для новой машины была замена устаревшего советского десантного бронетранспортера, выпущенного еще в 1974 году. Новая же машина должна была отвечать требованиям современной техники и вооружений, а также учитывать специфику десантных операций.
БТР-МД был создан в КБ Волгоградского тракторного завода, а позже серийное производство было перенесено на Курганский машиностроительный завод, где началось производство модернизированной версии БТР-МДМ, а с 2015 года бронетранспортеры стали поступать на вооружение российской армии. А по состоянию на 2018 год имелось уже 30 таких машин, и ожидается, что к 2025 году на вооружение десанта поступит около 200 БТРов данной линейки в разных модификациях. Ключевыми задачами БТР по-прежнему остается доставка десанта на заданные позиции. Новая машина позволяет перевозить бойцов своим ходом, десантироваться с воздуха, а также форсировать водные преграды и осуществлять высадку с моря с преодолением линии прибоя. И последний фактор делает ее полноценной амфибией. Завет-Т – новая машина управления огнем. Новейшее оборудование, установленное на комплексе, способно обнаруживать и классифицировать даже хорошо замаскированные объекты. Плотное взаимодействие с летательными аппаратами всех классов повысит точность наведения огня и усилит артиллерийские подразделения. Новинка, созданная на базе БТР «Ракушка», имеет одинаковые ходовые характеристики и способна преодолевать вплавь водные преграды и приспособлена к десантированию. И также машина выполнена и на полноприводном бронеавтомобиле «Тайфун ВДВ». Завет обеспечивает целеуказание противотанковым соединением и позволяет организовывать отражение атаки бронетехники противника. Отмечается, что автоматизированные системы управления повышают эффективность различных видов вооружения в 1,5-2 раза. Например, благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ. Информация принимается и передается как по проводным каналам, так и по радио, а возможности Завета позволяют обмениваться информацией на дальности до 100 км. А в случае выхода из строя пунктов управления комплекс передает их функции подчиненным или же вышестоящим инстанциям. Тем самым обеспечивается непрерывность управления противотанковой обороной. И понятно, что комплекс автоматизированного управления артиллерией Завет-Т наряду с теми же оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» и тяжелой огнеметной системой ТОС-2 близ передовой становятся первоочередной целью для средств поражения противника. Но на всякий яд находится противоядие. И в данном случае это унифицированные комплексы защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. Их серийный выпуск в феврале нынешнего года начал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Об эффективности такой защиты говорит тот факт, что в состав комплекса входят уже зарекомендовавшие себя датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Такой комплект позволяет уберечь от все более активно применяемого высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением. Запущенный противником боеприпас или же авиационные ракеты, или же противотанковые комплексы в условиях применения комбинированных помех теряют ориентацию и, собственно, заданную цель. И словом, хоть комплекс Завет и лакомый кусочек для противника, но он ему и не по зубам. 2С-41 «Дрог» предусматривает строительство самоходной боевой машины на базе колесного броневика «Тайфун ВДВ». Двухосный бронеавтомобиль должен перевозить боевой модуль с минометом и пулеметом и боекомплект с экипажем. Дрог имеет боевую массу в 14 тонн и управляется экипажем из 4 человек. Базовый броневик имеет противопульную и противоминную защиту. Также он комплектуется средствами оптико-электронного противодействия вооружением противника. Основным вооружением Дрога является 82 мм гладкоствольный миномет. Концепция самоходного миномета на серийном шасси не является новой, и в нынешних условиях ее значение растет. Развитие артиллерийских систем и средств разведки повышает риски для минометчиков, а носимый или же буксируемый миномет с тягачом и расчетом может стать жертвой ответного удара, и поэтому минометчики нуждаются в мобильной и защищенной платформе. Бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ» показывает высокие характеристики подвижности на шоссе и бездорожье, что упрощает выход на позицию и убытие с нее. И кроме того, он был разработан с учетом требований ВДВ, и его можно десантировать с применением парашютной системы. Кроме того, машина изначально несет противопульное и противоосколочное бронирование, и уровень безопасности экипажа повышен за счет отказа от стрельбы через открытый верхний люк, а на Дроге миномет находится в броневой башне. И появление серийных машин такого типа положительно скажется на минометных подразделениях ВДВ. Парк ВДВ продолжает пополнять бронетранспортеры БТР-82АМ, и благодаря 30 мм автоматической пушке их огневая мощь выше, чем у предшествующих образцов в 2,5 раза. Эта машина используется для перевозки личного состава и огневой поддержки десанта. БТР-82АМ является глубокой модернизацией бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А.
Он превосходит своих предшественников практически по всем показателям. На БТР-80АМ установлены более мощный двигатель, скорострельная 30-мм пушка, спаренная с пулеметом ПКТ-АМ, усовершенствованные приборы наблюдения и прицеливания. БТР-82АМ оснащен радиостанцией пятого поколения Р-168, комплексом ориентирования для определения текущих координат и отображения места машины на электронной карте местности и модернизированной системой пожаротушения. Позаботились российские конструкторы и о броне машины. Инженеры повысили противоминную стойкость БТР-82АМ, а на внутренних поверхностях корпуса смонтировали противоосколочную защиту. Поверхность салона бронетранспортера обшита специализированным кевларовым покрытием, который необходим для дополнительной защиты экипажа от осколков. Также крылатая пехота нуждается в прикрытии с воздуха, и для этой задачи существуют комплексы «Стрела-10». Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» представляет собой высокоточную систему вооружения, предназначенную для поражения воздушных целей, состоящей из башни и машины управления, и данный комплекс обеспечивает наблюдение за вооруженными объектами и осуществляет сброс ракеты на цель с высокой точностью. Одной из модификаций ЗРК «Стрела-10» является комплекс 9К-35М2, который имеет возможность поражения крылатых и беспилотных целей, а его тактико-технические параметры позволяют осуществлять управление комплексом с помощью бронированного пульта командного пуска, а также использовать самонаведение ракет в зонах действия системы навигации. А также в рамках развития ЗРК «Стрела-10» проводятся исследования по реализации новых функций. Например, ведется работа по созданию лазерных систем целеуказания, которые позволяют держать под контролем маневры воздушных целей. А для этого используются модели и макеты, а также беспилотники, которые способны вести визуальное наблюдение и передавать информацию на ЗРК. И вот такой у меня получился рассказ об актуальной технике крылатой пехоты России. Если вам нравится мой контент, то рекомендую посетить мой второй канал Dasha Models, где я строю модели увиденной мной техники. Если вы хотите, чтобы мои видео выходили регулярно и чаще, то вы можете поддержать меня через сервис Boosty и заодно получить дополнительный контент обо мне. Ссылочка будет в описании, так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.